Здравствуйте, дорогие слушатели! Добро пожаловать к следующему выпуску подкастов Russian in Context с Иной и Ириной. Спасибо, что вы сегодня слушаете этот подкаст и изучаете русский язык вместе с нами. Сегодня с вами Ина. Подкасты Russian in Context предназначены для слушателей со средними знаниями русского языка. После этого небольшого отступления перейдем к нашему подкасту. 1 мая – праздник весны и труда. 1 мая в России отмечается праздник весны и труда, который является праздничным и выходным днем. То есть в этот день никто не работает. Когда я была маленькой, я вспоминаю 1 мая, праздник труда в Беларуси. С мамой и папой мы ходили на демонстрацию. Я была нарядно одета, с бантиками в волосах и с большими, даже огромными цветами из бумаги. Именно так, с бумажными цветами. Символом праздника являлась ветка березы с бумажными цветами. Вокруг толпы людей, большое количество людей, которые гуляют по городу. Везде играла музыка, было весело. После длинной холодной зимы в мае в Беларуси уже светит солнце. Погода замечательная, пахнет весной. Это праздничное настроение просто восхитительно. Моя мама всегда с теплом вспоминает этот день. То тепло, ту магию весны и возможность провести время с близкими людьми, с семьей и иметь 2 дополнительных выходных. Почему 2, спросите вы? Потому что в Беларуси 1 и 2 мая выходные. Именно этот праздник весны и символизировал 1 мая в Советском Союзе. После того, как распался Советский Союз, дату 1 мая все равно продолжают отмечать. Последний торжественный парад, посвященный 1 мая, был проведен в 1990 году. В России 1 мая отмечается официально с 1918 года. На сегодняшний день праздник отмечается в 42 странах и территориях мира. А вам знакома история этого праздника? Что же послужило началом этого праздника? 1 мая 1886 года американские рабочие в Чикаго, США, организовали забастовку. Забастовка, то есть в этот день они не пошли на работу, а вышли на улицу, возможно, с плакатами. Рабочие требовали 8-часового рабочего дня. Почему? Потому что раньше рабочий день длился от 12 до 15 часов. Вы себе это можете представить? На забастовку вышло около 400 тысяч человек. Они требовали не только 8-часового рабочего дня, но и повышения заработной платы, зарплаты. В те времена платили всего $3 за 12-часовой рабочий день. Лишь 3 года спустя, то есть в 1889 году, Париж принял решение о проведении ежегодных демонстраций, которые могли состояться 1 мая. В первый раз 1 мая или первый день международной солидарности трудящихся, так праздник назывался раньше, был отмечен в 1890 году в Австрии, Бельгии, Германии, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. Праздник был отмечен
в честь рабочих, которые потеряли жизнь в забастовке в Чикаго. В России этот праздник стал официальным только с 1918 года. В каждом городе по улицам шли целые рабочие коллективы. В руках они несли большие плакаты. Самые большие демонстрации проходили, конечно же, в Москве, на Красной площади. Сначала 1 мая имел очень политический характер, из-за чего этот праздник отмечался очень строго. Но со временем он превратился в один из любимейших народных праздников. Люди стали отмечать эту дату, то есть 1 мая, в семейном либо в дружеском кругу, то есть с семьей либо с друзьями. В большинстве странах 1 мая не политический праздник, а именно День труда. Яркий весенний праздник, когда организуются народные гуляния, выступают артисты, открываются ярмарки и устраиваются увеселительные мероприятия. Другими словами, праздник. Для очень многих людей это просто еще один выходной, в течение которого можно отдохнуть или провести время с семьей. Праздник 1 мая отмечается почти во всем мире. Особой любовью этот праздник пользуется в Испании, Германии, Швеции, Греции, Франции, Италии и Голландии. В каждой стране есть свои традиции и празднования. Например, в Германии устраиваются огромные гуляния, ярмарки, поездки на велосипедах и веселые танцы. Обычно танцуют в ночь с 30 апреля на 1 мая, так называемый Tanz den Mai. Во Франции 1 мая ассоциируется с ландышами, белые весенние цветы. Эти цветы являются символом счастья, и французы дарят их, поздравляя друг друга. В Голландии 1 мая – это время проведения фестиваля тюльпанов. Множество людей со всех концов мира специально приезжают сюда, чтобы посмотреть на это обворожительное, красочное, незабываемое зрелище. Зрелище в смысле спектакль или шоу. В Греции этот праздник символизирует смену времен года. Когда зима переходит в весну, весна переходит в лето, а лето в осень и осень в зиму. Молодые девушки собирают первые цветы, они плетут из них венки и украшают свои дома. А итальянцы 1 мая традиционно поют серенады под окнами своих возлюбленных. Романтично. Таким образом, 1 мая – это просто прекрасный праздник, который объединяет разные народы. Это светлый весенний праздник, который приносит очень много положительных эмоций. Больше чем в 80 странах, включая Индию, День труда не отмечается. В Японии День труда отмечается 23 ноября, а не 1 мая. А в США он отмечается в первый понедельник сентября. А как вы празднуете 1 мая? Как празднуется 1 мая в вашей стране? Напишите нам в комментариях ваш отзыв. Мы будем очень рады. Если вам понравился наш подкаст, вы можете переслать его вашим друзьям и знакомым и оставить свои отзывы на YouTube, на страницах Facebook или Instagram. Это поможет другим быстрее найти нас и учить русский язык вместе с нами. Слушайте нас также на Spotify и Podbean. Не забывайте, что транскрипцию и викторину к каждому подкасту вы скоро найдете на нашей странице russiancontext.com. До скорой встречи и пока-пока!